Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы не забыли подписаться и нажать на колокольчик, потому что впереди вас ждет очень много интересных роликов. Ну а сегодня поехали! Сегодня мы с вами сделаем очень быстрый, безумно простой дизайн ногтей в стиле терапийски. То есть мы быстренько нарисуем что-то очень красивое, очень незамысловатое, тот дизайн, который займет минимум вашего времени, но при этом выглядеть будет просто потрясающе. Но до того, как начинать делать дизайн, нам, конечно же, нужно сделать коррекцию. Предыдущие дизайны на этих руках вы у меня уже видели. Клиентка пришла на коррекцию. Клиентка в прошлый раз была новенькая. В этот раз мы с ней сразу же с порога решили делать две разных руки, поэтому сегодня будет одна ручка, а завтра будет другая. Как обычно, подготавливаем ноготочек, снимаем старый материал, пилочкой заравниваем поверхность, ну и далее выкладываем новую каплю материала и по новой выстраиваем архитектуру. С этой клиенткой мы решили попробовать оставить длину. В следующий раз посмотрим, что из этого получится. По идее, ей должно быть еще удобно, ее не должно ничего напрягать, потому что длины не так уж и много. Если смотреть по ее ногтевому ложу, то сейчас свободный край – это половинка ногтевого ложа. Это, в принципе, вполне носибельная длина и вполне комфортная. Поэтому в следующий раз мы у нее уточним, ну и посмотрим. Если нужно будет, длину уберет. Нет, попробуем оставить и отрастить еще подлиннее. Ну а моделирование мы сегодня выполняем гелем средней вязкости. Поэтому в одну капельку выкладываем материал, и как вы видите по блику, в принципе, можно выложить без опила. Но опять же, я буду пилить. Ставьте лайк, кто смотрел ролик по опилу миндаля. Если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите, потому что там очень важная ценная информация. Ну а теперь переходим непосредственно к покрытию. В данном случае в следующем году, ну вернее как в следующем, уже в этом, в 2020 году, цветом года обозначен синий цвет, классический синий. У нас, конечно, не совсем классический, не совсем натуральный синий, но тем не менее безумно потрясающе красивый синий оттенок. И как вы понимаете, как вы знаете, синие цвета я люблю все. Поэтому я с превеликим удовольствием крашу в этот цвет. Пальчики под дизайн мы прокрасили светло-голубым оттенком и блесточками начинаем задавать движение нашего дизайна. В данном случае у нас будет очень быстрая и простая абстракция, поэтому мы вот эти вот блесточки можем выложить любыми удобными для нас линиями. В данном случае линии мы закладываем вот такие вот изогнутые, и дизайн у нас в итоге получится очень нежный, очень интересный. Если бы линии мы положили с какими-то бы острыми углами, с какими-то угловатыми формами, то дизайн получился более бы строгий, то есть ощущение от дизайна было бы более строгое. Поэтому здесь вот даже рисуя вот этот подмалевок, вы уже можете задавать настроение своему дизайну.
Далее, для того, чтобы дизайн смотрелся поинтереснее, мы прокладываем светотени. В данном случае вот тем синим цветом, которым мы покрывали ногти остальные, я добавила еще немножечко черной красочки. И именно этим оттенком затеняю углубление под своими блесточками. Наношу цвет и растираю его кисточкой в плавный переход. Далее более светлым оттенком, вот этот вот голубой, я смешаю с белой краской, более светлым оттенком буду наносить свет на свои грани. Свет я накладываю непосредственно на сами блестки, для того, чтобы их немножечко приглушить. Но опять же, очень внимательно в небольшом количестве наношу светлую красочку и очень сильно ее растираю, для того, чтобы мои блестки из-под нее просвечивались. То есть у меня получается такой полупрозрачный переход. А теперь для того, чтобы выровнять поверхность, перекрываем ноготочки финишным покрытием, берем кисточку и прорисовываем тонкие линии. Тонкие линии здесь можно прорисовать миллионами разных способов, и от этого будет зависеть ощущение от вашего дизайна. В данном случае мы решили сделать что-то такое кружевное, очень интересное, но можно было прорисовать, я могу вам сейчас накидать вот 20 вариантов, как это можно было прорисовать.
Итак, вот такая вот торописька у нас получилась. Почему торописька? Потому что мы торопились, клиент уже опаздывал. Мы на первой руке задержались. Эта рука у нас была второй, поэтому здесь нам нужно было нагнать время. Поэтому дизайн очень простой, очень быстрый, очень незамороченный, но при этом выглядит потрясающе красиво. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Мы с вами еще встретимся. Всем до новых встреч. Пока!